Привет! Меня зовут Сергей и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня мы будем готовить самое популярное традиционное русское блюдо под названием блины. Вы готовы? Поехали! Итак, прежде чем мы начнем готовить, я хочу рассказать вам немного о блинах. Это традиционное блюдо, которое готовят уже очень давно, сотни лет. И мы готовим его по разным мероприятиям. Одно из таких мероприятий – это Масленица, известный праздник, означающий конец зимы, когда люди приветствуют весну. И сам блин олицетворяет солнце. Также люди готовят блины на поминки. Поминки – это день, когда через какое-то время, когда кто-то умер у тебя в семье, мы поминаем его, вспоминаем этого человека, и мы обычно едим блины и кисель. Да, но сейчас в последнее время люди готовят блины всегда, постоянно, на любые выходные, любые праздники, кто хочет. Да, я люблю блины есть всегда. Я думаю, не нужно ждать особой причины для того, чтобы приготовить блины. И сегодня я покажу вам особый рецепт, который я подсмотрел у Михаила Вегана. Это мой любимый фуд-блогер на YouTube. Здесь вы можете посмотреть его оригинальное видео. И у нас будут очень простые ингредиенты. Для этого нам потребуется мука, белая мука, это высший сорт. Также нам потребуется чуть-чуть сахар и еще меньше щепотка соли. Щепотка соли значит вот так берешь и бросаешь щепотка. Примерно 1 столовая или пол-столовой ложки сахара. И насчет муки у нас будет 350 грамм муки. У нас есть 100 грамм масла. Это немножко много, но нам оно потребуется, чтобы наши блины не пригорали. А также особый ингредиент – это тоник. Это содовая, газированная вода. Вы думаете, для чего нам нужна газированная вода? Во-первых, она нужна для того, чтобы наши блины поднялись. Также эта содовая вода поможет нам создать маленькие дырочки в блинах. И это очень важно для того, чтобы была вкусная консистенция, когда вы поставите ваше варенье. У меня тут такое варенье. Это не настоящее варенье, это французский джем. Конечно, это не сравнится с бабушкиным вареньем. Но что делать? Это малиновое варенье. Мы будем класть его на наш блин после того, как мы приготовим. И, конечно, мы сделаем чай, черный чай. Это с бергамотом, мне очень нравится. Ну что, поехали. Сначала мы кладем сюда все сухие ингредиенты, нашу муку, наш сахар и соль. Сюда бросаем, хорошо все это перемешиваем. Так. Очень быстрый, очень простой рецепт. Обычно в невеганских блинах люди используют яйца, люди используют молоко. Нам этого ничего не надо. Поверьте, это будет очень просто, очень быстро и очень вкусно. Так, теперь выливаем наше масло. Обычно я использую растительное масло, такое как подсолнечное, или канола масло, или использую соевое масло. Но сегодня у меня не было ничего, поэтому я использую кокосовое масло. Это может быть немножко жирно, но я думаю, это не проблема. Выливаем масло. У меня там кусочками. И теперь последний ингредиент, как вы знаете, добавляем нашу содовую воду. Нам она потребуется не вся. Как она бурчит. Хорошо, как она.
Так. И вот. Вообще, главное это смотреть на консистенцию. Мы не будем выливать всю. Я оставлю немножко здесь. Потому что консистенция для блинов это должно быть не слишком густо, но и не слишком жидко. То есть, например, когда люди готовят американские блинчики, да, как мы называем в России панкейки, то это довольно густое тесто. Вот. Но здесь оно должно бежать по сковороде. Я вам еще покажу, как это будет готовиться. И очень важно хорошенько перемешать, чтобы не было комочков. Комочки – это маленькие такие кусочки муки, которые не разошлись. И я не использую блендер, потому что если использовать блендер, то я слышал, это нехорошо. Я не знаю почему, я не помню почему. Вот. На самом деле, где-то 4 года назад мне очень нравились блины, и я даже попытался открыть мою блинную. Да? Я купил такую большую блинницу, это специальная такая, как это, не сковородка, печка, на которой можно делать блины. Вот. Но, к сожалению, бизнес не задался, было немножко трудно. Вот. Смотрите, значит, это очень такая, я подойду поближе, чтобы вам показать. Вот. Видите, это очень, я бы сказал, густая консистенция. Нам нужно еще жиже. Нам нужно, чтобы было очень, чтобы оно бежало, да? Этого еще недостаточно. Давайте попробуем добавить еще. Вот сейчас еще немножко. Вот. Сейчас посмотрим, как будет. Ох, сегодня очень жарко во Вьетнаме. И я думаю, что в следующий раз я либо буду готовить уже, когда будет прохладнее, либо придется мне идти на 2-й этаж и запираться в какой-нибудь комнате. Но надо будет купить для этого специальную электропечку. Вот. Вот сейчас уже больше похоже на то, что нам надо, да? Оно вот уже быстренько бежит. Так что попробуем. Попробуем. Может быть, даже еще чуть-чуть, я бы сказал. Вот так. То есть должно быть очень жидкое тесто, чтобы оно быстренько разбегалось по сковородке. Так. Вот сейчас, я думаю, идеально. Вот видите оно. Хорошо. Ну что, готовы? Теперь пойдем жарить блины. Итак, сейчас мы будем жарить наши блины. Мы подогреваем нашу сковородку. Да, у меня сковородка с, как сказать, антипригарным покрытием. То есть она не пригорит. Вот. Но у нас тем более еще есть много масла там, так что все будет классно. Смотрите, как. Вот. И теперь самый важный момент – это как правильно наливать. Я не эксперт в этом деле, но попробуем. Да, я это делал раньше. То есть тут надо еще правильно уметь вращать сковородку, да? То есть, как правило, мы берем наш вот этот черпак, да? Мы сейчас уберем лишнее. Нужно проверить, что довольно горячее. Взять немножко воды. Где у меня есть вода? Вот. Вот. Вот, значит, горячее. Все. Теперь пойдемте. Вы готовы? Ух, мне страшно. Вам страшно? Мне страшно. Ну что, давайте. Так. Вот она, пошла. Ну, немножко много добавил. Я бы сказал, много. Да. Но смотрите, какие пузырьки, да? Вот, а это то, что надо, пузырьки. Вот, они красивые. Теперь нам нужно это перевернуть. Вот, у меня есть такая специальная спатула. Вот. Сейчас смотрим, когда видите, по краям они потихонечку начнут отходить.
Вот. Это значит, что можно поворачивать. Но если посмотрим здесь, то еще белый. Белый значит рано. Нужно подождать, когда блин будет более, как сказать, румяный. Так. Сейчас посмотрим, пока он не отлипает. Вот. Сейчас будет прыгать. Смотрите, раз, два, три. Оба! Вот он. Это все еще, я бы сказал, маловато. Я люблю, когда блин, он немножко потемнее. Да? Вот этот цвет, это еще, я бы сказал, я бы еще подольше его подержал. Ну, примерно на одной стороне блин готовится 1 минуту или, да, примерно где-то того. Но видите, у нас огонь очень горячий. Мы не на самом максимуме, но чуть-чуть поменьше, чем максимум готовим. Вот, сейчас попробуем еще раз. Хоба. Вот, а на этой стороне он так выглядит. Вот. Но это первый блин, и в России мы всегда говорим первый блин комом. Что значит первый блин комом? Это можно использовать как метафору. Итак, наш первый блин готов, но он получился немножко сухой. Видите, если его так брать, он слишком хрустящий, я бы сказал. Мне нравится, когда блины, они все-таки более тонкие, более нежные. Но вкус хороший, но давайте поработаем над консистенцией. Сделаем еще тоньше блин. Угу. Давайте попробуем. Сейчас мы добавим еще немножко сюда оставшегося нашего банку. Да, сейчас мы перемешаем. Потому что блины были немножко толстые. Вот, мы сейчас сделаем их еще более тонкие. Так, нужно включить нашу сковородочку. Вот. Так, вот, так, очень, очень жидкие. Сейчас пойдет классно. Но блины довольно жирные, потому что я добавил кокосовое масло. Но это не проблема. Обычно люди смазывают блины с маслом, сливочным маслом. Но так как у нас есть кокосовое масло, то нам уже не надо ничем смазывать. У нас уже все в порядке. Так, попробуем половину. Да, вот это половина нашего черпака. Сейчас, давайте. Вот, пошло, быстренько, быстренько. Возможно, слишком много добавил воды. Сейчас посмотрим, как пойдет. Так, возможно, слишком горячая печка. Чуть поменьше сделаем. Так. Что там у нас? О-о. Видите? Я добавил слишком много. Теперь у меня, блин, ломается. Эх. Так было неплохо, но я все испортил. Короче, я перестарался немножко с водой, с газировкой. И сейчас блины немножко получается сложнее готовить. Но, тем не менее, тоже получается неплохо. В общем, вот первый блин, как оказался, не комом был. Он был довольно хороший, да? Посмотрите, вот такой был хороший. То есть, вот здесь очень много вот этих дырочек. Это очень важно готовить с дырочками. Потому что, когда я буду класть варенье, и потом я буду его заворачивать, то варенье будет проходить через дырочки, тем самым пропитывать весь блин. Вот. Ну, сейчас попробуем это исправить. Может быть, мы добавим немножко муки в наше тесто, и оно уже не будет таким жидким. Да? Сейчас оно, возможно, слишком жидкое. Вот. Ну, так-то он легко прыгает. В общем, друзья, как сказала моя жена, я разучился готовить. Я решил попробовать готовить на глаз. Да? Добавил слишком много воды. Сначала было нормально. Первый блин был не комом, он был нормальный.
Но я думал, нет, нужно больше воды. Да, больше газировки, и, как оказалось, это было слишком много. Сейчас я добавил чуть-чуть побольше муки, и, возможно, мы все еще сможем спасти наши блины. Давайте попробуем. В общем, почему этот блин не получился? Видите, здесь слишком вот такая, как сказать, грубая получается корочка. А вот у первого блина, если мы его найдем, вот он. Это был идеальный блин, очень хороший, очень мягкий, не сухой. А вот этот очень сухой, у него корка такая твердая, да, можете слышать звук. А у этого нету такого звука. Да, вот он мягкий. В общем, я добавлю вам ингредиенты и дам видео Михаила. Он вам покажет, как готовить. Я буду вас просто развлекать. В общем, друзья, если вы хотите научиться готовить, то подписывайтесь на канал Михаила Вегана, не подписывайтесь на мой канал. Но если вы хотите изучать русский в более-менее веселой форме, про человека, который не умеет готовить, то подписывайтесь на мой канал. Вот. Я из этого эксперимента сделал несколько выводов. Во-первых, сковородка не должна быть слишком горячей. Да? Это не средний, не высокий, но средний-высокий уровень температуры. А во-вторых, следуйте инструкциям, если не умеете готовить на глаз. Да, это то, что я сделал. Потому что я добавил слишком много жидкости, и поэтому блины не уже так хорошо получались. Но первый блин, боже, он был такой хороший. Но сейчас я положу немножко варенья, попробую. И с вами потом уже попрощаюсь. Ну вот, друзья, мои блины готовы. Там еще парочку на плите. Заканчиваю свое дело. В целом получилось неплохо. Я думаю, что вы много чего сегодня нового выучили. Вот, а я буду их пробовать сейчас. Может быть, я немножко провалился с консистенцией, но вкус, да еще и с малиновым вареньем, да еще и с чайком. Уф, горячий. Вкусно. В общем, друзья, рекомендую вам, готовьте блины, кладите туда варенье, наслаждайтесь вашими выходными. До скорого. Пока-пока.